Словосочетание «сюжет в Garry's Mod» не вызывает ничего, кроме огромного вопроса. И тем не менее, в мастерской вышел режим Prosecution Part 2. В этом видео я не буду затрагивать первую часть, но если на видосе будет достаточно просмотров, я сделаю видео и про нее. Не будем медлить, запускаем режим. Нас встречает главное меню, где мы должны выбрать уровень сложности. Я жестко тупанул и запустил нормальную. Не повторяйте моих ошибок. Если хотите просто вникнуть в сюжет, играйте на легком. Итак, начнем. Игра начинается за Брайана Митца, технического специалиста в области электронной аппаратуры. Наша задача — узнать реальные намерения научного комплекса Boreas. Косплея интруху первого Half-Life, едем по монорельсу. Но буквально сделав 2 шага, нас оформляет неизвестный опер. Наш арест или возможный расстрел прерывает взрыв. Главный герой умирает, игра заканчивается. Отличный был мод, жаль только короткий, ну, будем надеяться, в следующий раз авторы сделают его подлиннее. Нас переносит на 15 минут назад. Мы, за некого сержанта Ивриса, должны проникнуть в секретную лабораторию Boreas. Снимаем охранника и начинаем штурмовать лабу. Заходим в лифт и начинается всем известная миссия «Ни слова по-русски». Помните ни слова по-русски. Из всех щелей на нас начинают наседать охранники комплекса. Демонстрируя свои навыки, доказываем, что звание сержанта нам дали не зря. Дойдя до огромного ходячего мема, устанавливаем взрывчатку и... Но данный Боулс обижается на нас и решает взбодрить наших товарищей. А затем и нас. Главный герой умирает, игра заканчивается, мы возвращаемся к Брайану Митцу. Просыпаемся после взрыва КСАСа на 1000 Вт и лутаем вещи погибшего бойца. Находим лом и начинаем жестко косплеить Гордона Фримана. Поднимаемся в комнату управления, а в ней есть свой персональный карцер. Оттуда нас подзывает человек и просит выпустить нас. Но главный герой спрашивает, а как он попал в карцер? На что нам отвечают, что человек просто потерял сознание и очнулся в карцере. Вместо того, чтобы уйти, главный герой соглашается и нас посылают за ключами. В моде реализована очень крутая система с метками. Если мы заблудимся, то просто нажимаем на Z и нам рисуется путь. Так вот, на пути нам встречается зараженный, а мы, обладая всеми навыками профессионального решалы, решаем траблы этого бедолаги. Находим нужное нам тело в вентиляции, а вместе с ним и новых врагов. Разбираемся, забираем ключи и возвращаемся. Открыв камеру, нас встречает ученый Барри. Он запускает диагностику системы и узнает, что в комплексе включился протокол щит. Это значит, что все входы и выходы заблокированы, а уровень допуска повышен. Барри показывает, что с помощью терминала можно повысить уровень ключ-карт, но только один раз. Однако это возможно только с репрограмматором. Как же удачно, что до этого мы как раз нашли его. А это значит, повышаем уровень карты, идем в оружейную и лутаем огнестрел. Теперь Барри просит нас перезапустить систему, тем самым сбросив протокол щит. Ну что ж, идем, а точнее, прорываемся через толпы врагов к нашей цели. Доходим до серверной и перезапускаем протокол. Возвращаемся к Барри и понимаем, что он скоропостижно умер. В записке он просит нас, чтобы мы заблокировали ракетные шлюзы для завершения перезапуска. Очень трагичная смерть. Теперь нам надо выбраться отсюда. Прокачиваем ключ-карту и идем. Дойдя до выхода, находим локацию из начала игры, когда мы играли за сержанта Ивриса. Закрываем ракетную шахту и спускаемся на лифте. И вот неожиданность, нас встречает спецназ и убивает. Грустно, печально, но вовремя взорвавшийся КСАС отвлекает оперов, и мы разбираемся с ними. Залутали с убитых М-ку и начинаем разносить кабины слабообученных солдат и оставшихся монстров. Один из них сдается, а мы приказываем ему садиться в машину и ехать. Начинается лютая погоня, в которой мы отстреливаем оставшихся челов, но по итогу попадаем в ДТП. Очнувшись, обыскиваем палатку. Но на выходе на нас нападает альфа-мутант. Начинается финальный босс-файт. Убив его, мы видим финальную катсцену.
Нас забирает вертолет, мы улетаем, хэппи-энд. Вот такой сюжетец. А теперь перейдем к вердикту. Мод однозначно того стоит. Правда, сюжет показался слегка банальным, но он тут и не нужен. Тут идет упорный геймплей, а вот он, надо сказать, очень крутой. Стильное оформление, механики и прочее. Это вполне воспринимается как отдельная сорс-модификация, но, напомню, это лишь аддон в мастерской. Также уделю внимание фидбэку авторов. Во время прохождения у меня появился баг. Сука, нахуя так делать? Я не понимаю, у меня пиздец горит уже с этой хуйни. Я на Е нажимаю, просто случайно, может быть, даже. Я здесь... Он умирает, когда ты на Е нажимаешь. Написав об этом в воркшопе, со мной связались, посмотрели и выпустили фикс. Пару слов о сложности. Играя на нормале первую половину игры, у меня сгорела жопа. Очень. Вот что мне делать? Вот что мне делать? Я не понимаю. Нет, это пиздец какой-то. Но на легком играется отлично. Хардкорщики точно оценят. А еще, как я понял, я пропустил много пасхалок. А поэтому скачайте аддон и найдите их вы. Если оценивать мод по 10-бальной шкале, я ставлю ему твердую 9. Так что ссылку на аддон я оставлю в описании. А если вам зашло видео, то настоятельно рекомендую посмотреть наш последний ролик. Или же гляньте, что он подобрал нейросеть. До субботы.